Всем привет! Сегодня приготовим быструю пиццу на жидком тесте. Готовится она очень просто и главное никакой мороки с тестом. Начинка для пиццы может быть разная в зависимости от продуктов в вашем холодильнике. Сначала подготовим все ингредиенты. 5 помидоров небольшого размера нарезаем кружочками. Один сладкий перец нарезаем колечками. 100 грамм колбасы нарезаем тонкими пластинками. Колбасу можно использовать любую или заменить отварным мясом. 200 грамм сыра трем на крупной терке. Лучше всего для пиццы подходит сыр моцарелла. Замешиваем тесто для пиццы. В миску разбиваем 2 яйца и насыпаем пол чайной ложки соли. Взбиваем венчиком. Сюда же наливаем 150 мл молока и опять перемешиваем. Насыпаем 150 грамм муки и все перемешиваем венчиком до однородности. Тесто выливаем на противень, застеленный пергаментной бумагой, и равномерно его распределяем по всему противню. Количество ингредиентов рассчитано для противня от духовки шириной 50 см. Если у вас духовой шкаф шириной 60 см, то количество ингредиентов для теста нужно увеличить в 1,5 раза. Тесто посыпаем половиной тертого сыра. Сверху выкладываем кружочки помидоров. Также кладем нарезанные кружочки перца. Кладем на пиццу колбасу. Все ставим в духовку, разогретую до 200 градусов. Запекаем примерно 10-15 минут. Пиццу вынимаем и по желанию смазываем любым томатным соусом или кетчупом. Кладем листья свежего базилика. Сверху опять все посыпаем оставшимся тертым сыром. Пиццу ставим обратно в духовку и запекаем еще 10 минут. Готовую пиццу вынимаем из духовки и пока она еще горячая, разрезаем ее на порционные куски. Пицца на жидком тесте получилась очень вкусной, ароматной и сытной. Тесто получается тонким и мягким, но не сырым. Готовится такая пицца быстрее, чем на дрожжевом тесте, а по вкусу ничем не хуже. Такую пиццу можно легко приготовить на ужин, тем более продукты все доступные. Вторыми приготовим язычки из слоеного теста с разными видами начинки. Они вкусные, красивые и очень легко готовятся. С их приготовлением справится каждый. Сначала подготовим все ингредиенты. 2 помидора разрезаем пополам и вырезаем плодоножку. Подготовленные помидоры нарезаем полукружочками. Красный лук разрезаем пополам и нарезаем полукольцами. Всего мне понадобилось 2 больших луковицы. Вместо красного лука можно использовать обычный белый лук. Один цукини нарезаем кружочками или полукружочками. Шампиньоны моем и нарезаем пластинками. Понадобится примерно 150 грамм грибов. Берем уже размороженное бездрожжевое листовое тесто. Каждый лист теста еще совсем немного раскатываем. Тесто перекладываем на пергаментную бумагу.
На подготовленное тесто выкладываем кусочки помидоров. На второй лист теста кладем нарезанный лук. На следующий кружочки цукини. И на четвертый лист выкладываем подготовленные грибы. Для 4 таких язычков понадобилось 4 листа слоеного бездрожжевого теста общим весом 900 грамм. К помидорам добавляем листики базилика. На лук выкладываем листики петрушки. На цукини кладем листочки мяты. Измельчаем небольшой пучок укропа. Подготовленным укропом сверху посыпаем грибы. Все овощи солим по вкусу. Перчим черным молотым перцем. Все аккуратно перекладываем на противни от духовки. Сверху овощи немного поливаем растительным маслом. Я использую оливковое. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем в режиме конвекции примерно 20 минут. Пока выпекаются язычки, подготовим сыр. Берем примерно 150-200 грамм сыра, который хорошо плавится, и нарезаем его небольшими пластинками или брусочками. Прошло 20 минут. Открываем духовку и кладем сыр сверху на овощи. Меняем противни местами. Закрываем духовку и запекаем еще 5-10 минут. Готовое блюдо вынимаем из духовки и подаем на стол в теплом виде. Язычки из теста с овощами получились очень вкусными и красивыми. Готовится просто и достаточно быстро. Также такие язычки можно приготовить с другими овощами по сезону. Каждая начинка вкусная по-своему. Попробуйте их приготовить и напишите в комментариях, какая вам больше понравилась.
Если вам понравились такие рецепты выпечки, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.